Всем привет! А у нас Здравствуйте. снова новиночки от Палыча. Это прям новинки-новинки. Вообще мы изначально хотели заказать кейк-рум, посмотреть, чизкейк-рум, посмотреть, что там интересного. Но у них какая-то странная клиента ориентировалась. То есть у тебя может прийти заказ только в пятницу, и то не факт, что в эту пятницу у тебя будет заказ. Это очень неудобно, если, допустим, ты хотел заказать, и когда порадовать своих близких, это прям совсем не то. Поэтому мы такие, значит, идем в Палыч. Как всегда, Вот, Палыч да. выручает нас. Все у нас это вышло на 200, что ли. Я думаю, мы начнем вот с... Это прям новинки. Это брауни у них. Что такое брауни? Давайте. Шоколадный типа пирог. Вот. И мы взяли с карамельный шоколад, там был еще классический, с кофе и, по-моему, с апельсином. Что это такое? Они в таких индивидуальных пакетиках. Кексы, что ли? Ну, по типу того, 6 штучек, вот так вот выглядит. Батоны. Точнее, черный хлеб. Ну, так и есть, да. Так, я вкусно. Немножечко. Надо было один взять. Один Мне тоже кажется. Он, кстати, очень важный, как этот, действительно, брауни. Так, тут карамель представлена. Так выглядит. Это картошка? Ну, помягче. Он вязкий. Ну, как брауни, обычно вкусно. Мне картошку это напоминает. Ну, кстати, у нас есть картошка. С чаем вообще 5 из 5. Ты чай себе налила? Спасибо. А Максиму налили? Мне понравилось. Ну да, нормально. Пятерочка, да? Ну, С чаем зайдет, вот день на работе перекусить можно. И упаковка вот такая классная, стильная. Вот их 6 штучек. Как кексы. 190 рублей, кстати, вообще недорого. За 6 штук. ладно. Так, дальше. Ты хочешь бургер? Не хочешь? Ну, Давай, мне кажется, давай. Дальше у нас вот тоже такая новинка Я еще идет. думал, это мороженое должно быть. Это молочный бургер, есть еще шоколадный. Вот только-только завезли. Я очень рада, потому что я хотела, когда просматривала сайт, очень хотела это попробовать. Это из творога и со сливками. Но он лежал в холодильнике. Мне кажется, что это по типу мороженого будет похоже. Еще мороженое в холодильнике. Ой, смотрите. Действительно, как бургер выглядит. Обзор на бургер опять. Не понюхать. Пахнет молоком. Он пахнет бургером. Пока это не хлеб вот этого. Нет, это бисквиты. И вот такие, это прикольно, кстати, сделано. Пахнет как будто бургер из мака. Да? Да. Вот такие вот нежные воздушные бисквиты, влажные. Вкусно. Я прям чувствую Напоминает свежесть. творожный кекс. Да. Он очень свежий, очень влажный. И вот эта начинка, она творожная со сливками, прям потрясающая. Господи, какая вкусная начинка. Вообще топовая новинка. 60 рублей, по-моему, стоило. 60, это вообще клево. Это вообще клево. Это 5 из 5. Очень вкусно, нежно, влажно, ярко. Прям приятно, очень-очень-очень классные эмоции вызывает. И очень напоминает какие-то японские типа десерты такие воздушные. Да, так что-то напоминает. Я жевал кусок. Я все сожру. Блин, прям вкусно. И начинка. А вот это что такое еще раз? Творог со сливками. Творог. И начинка натуральная, и баланс сладости прям идеально соблюден. Я же творога не чувствую, но... Ну, вкусно. Ну, вкусно и точка, да. Прям бургер вообще молочный. Почему я туда бургер. думался до этого раньше? Это, что-то не да, понял. реально. Вот это прям очень классно. И опять же, детей можно порадовать, то, что вы выглядит как бургер, я думаю, они с удовольствием уж точно съедят. Может, мороженое еще сделать такое? Не знаю. Бургер-мороженое. Блин, я потом еще зайду куплю. Мне прям очень сильно понравилось. Дальше что у нас? Ну, давай картошку. Картошка, по-моему, 179 рублей стоила. Не знаю, мне кажется, для картошки это слишком Вот дорого. тут 3 штучки. Блин, так в советских этих подавали в кафе. Не в столовую так. Что, один? Давай один, я не выдержу два.
А как его взять? Да просто возьми руками всё. Это... Салфеточку. Это похоже вот реально на столовую. Так, это Скатерть. возьми. Я на самом деле картошку не очень люблю. Да? Но она какой-то странный вкус у нее такой. Не знаю, мне нравится. Такой вкус какао. Честно, это слышно? Пахнет как вот это, вот как вот брауни этот. Ну это то же самое же, нет? Мне кажется, тут какао забыли посыпать на картошку. Ну такой темный шоколад. Она очень влажная картошка. Знаешь, что напоминает? Гематогенку. По консистенции. Какие-то гематогены ел. Она очень влажная, прилипает немного к зубам. Мне кажется, мне вот какао не хватает, именно как сверху посыпкой. Так чувствуется темный шоколад. Все равно как бы вкусно, но... Ну, картошка как картошка. Картошка как картошка. Сладко. Я поставлю 3 из 5. 3? Может, до 4 вытянем. Я просто очень сладкая, либо мы столько сахара. У нас просто, наверное, там вот столько вот этого уже. И что, картошку? Ой. Дальше мы взяли торт ленинградский, вернее, это Максим взял. Ленинградский. Я даже не думала, что он будет брать. Это нежный крем с вареным просто сгущенным молоком, песочной коржи и с мягкой шоколадной помадкой. Я хотел шоколадный именно попробовать какой-нибудь. Кстати, все очень свежее. Тут просто посмотрите, какая красота сделана. Очень-очень красиво. Такой на стол подарить будет прям топово. Поставить. Может, это знак, что пора уже. Блин, мне прям очень нравится, как они украшают. Ну, пахнет шоколадом. Здесь это люди больше. Ну, кто еще? Машина, может. Давай по чуть-чуть. Ой, Вес он твердый. что-то твердо так режется. Ну, для кого-то нож просто. Не, это самый мой заточенный нож. Он реально тяжело. Мы там чего отрубили-то? Санкт-Петербург. Исаакиевский собор. Все, капец. А тут что? Шарики. Я ни разу не пробовала ленинградский торт, поэтому я не знаю, какой он на вкус. Вот у него такие песочные коржи. Знаете, напоминает это, как дома ты делаешь из печенья торт, с сгущенкой промазываешь и сверху поливаешь шоколадом. Не знаю, не делал. Вот так. Да нам вот этого хватит, Алёр. Сейчас тогда эту сниму. Опять горькая, поди. Ну, есть. Напоминает это Сгущенка. орешки со сгущенкой. Ну. Наверное, если бы он был бы мягкий, Не, с чаем. это был бы не ленинградский народный торт. Мне хочется, чтобы он помягче был. Ну, А тут очень это песочный. просто... Да, ну это печенье. Ну, он вкусный, с чаем вкусно. Мгм. И не... Ну, он сладковат. В принципе, мне нравится, но... Был бы помягче, был бы, наверное, уже ярославский. Я, наверное, поставлю 4. 4, да. Потому что я такой торт никогда не ела. Давай мы выключим, наверное. И для меня слишком много сгущенки. Я бы хотела чуть-чуть поменьше. Но с чаем он вкусный. С чаем вкусный, да. Тоже мне опять что-то напоминает, не пойму чего. Ты домашний торты когда ты делаешь Да, дома? я не делал торт никогда один. Я делаю только пироги. Куда? А мы... Вопрос. Вилочки зачем взяли? Не знаю. Ну Так. что, давай к миндальному. Дальше у нас самый дорогой лот. Здесь это миндальный торт Вот под номером. с
йогуртовой шоколадной начинкой с сочными мандаринами. Миндальный торт я тоже никогда не ела, там все типа говорят, миндальный торт тут Икея и тому подобное. Что? Миндальный торт. Что ты сказал? Икея? В Икее там супер крутой миндальный торт. В Икее? Да. Но Икеи у нас уже нет. Упаковка очень красивая, кстати. Он стоил 1050, по-моему. Или поменьше. Сколько? Поменьше, я не помню. Блин, ну это, конечно, дорого. Выглядит он вот так. Надеюсь, он оправдает свои ожидания и свои деньги. Мы подождаем, пока он там растает. О, пахнет этим опять приторным порошком разведенного белого шоколада. Кажется, нам надо было перерыв сделать какой-то. До этого надо было снять, потом нашел. Чего? Так, ты ничего не видел? Ой, он очень Ох, какой мягкий. мягкий. Так, давай по кусочку. Я хотел, ты кусочек откусишь. Вкусно. Почему тут арахис, а не миндаль? Какое-то странное такое тесто прям. Как-то Напоминает- первый раз такой ел. Напоминает торт полет из Чего? Эстерхази. Там, когда мне много орехов, очень полет напоминает. Я таких слов-то не знаю. Ну, торт полет есть. Прям точно-точно. Я не знаю, так ли должен выглядеть миндальный на вкус и цвет. Ну, я такой чисто первый раз ем. Мне нравится. Ну, есть немножечко кислинка от мандаринки. Кстати, мандарин где? Я не чувствую. Есть, попробуй. Но все остальное очень сильно сладкое. А, да. Это очень сильно сладкие. Только чисто с чаем запивать. Орехов прям очень много. Вот и полет. Это чисто полет. Торт. Если вы понимаете, о чем я говорю. А я не понимаю. Плюс приправлено со сгущенкой, вот так я бы так сказала. Сгущенка, орехи, лицо. Ну, орехи мне нравятся, я люблю, но я не знаю, это настолько... Так должен быть миндальный торт или нет? Потому что кто-то ел миндальный торт, пишите в комментариях. Так Ну, это такое или ощущение, нет? что он должен быть холодный. Ну, он растать должен. Просто в заморозке. А если его замороженным съесть, интересно? Ты его не откусишь, зубы сломаешь об орехи. Ну, не час, ну, ой, не 2 часа, а час, например. Тогда вкус не тот будет. Мне кажется. Ну, он прикольный. Ну, Вот да, с не чаем- он какой-то необычный. Да, с чаем пойдет. Поэтому я, наверное, поставлю, может, 4,5 из 5. Я 4 поставлю. Слишком сладковатый. Очень. Что-то как-то у Палыча сегодня все сладкое. Сладко. Ну, самый топовый это бургер был, мне прям очень сильно понравился. Ну, да. Че, мороженое тащить надо? Ой, давай неси мороженое еще. Ой. Так, и дальше у нас вот такое мороженое чай матча на кокосовом молоке и протеиновый шоколадный апельсин. Погоди, он тоже протеиновый, что ли? Вот это протеиновое, вот это, по-моему, нет. А что значит? Это Я веганский. сейчас сильный буду, получается? Ты можешь есть и худеешь. А у тебя тоже без сахара? А у меня веганские, не знаю, с сахаром или нет. Нет, это вот так. Хотели сократить сахар, вот оно. Очень классно, что есть ложечка. Угу. А помнишь, мы в Питере тоже ели мороженое? Тоже с ложечкой. О, а чё так... Надо было вытащить. А чё так сложно, блин? Алло. Ладно. Ищу Сюда. таких путей. Матча очень сильно чувствуется. Я не понимаю, что такое-то? Но кокосового привкуса вообще нет, как будто чисто чай матчу. Мачо? Чай матча развели и заморозили. Какие-то слова все говоришь непонятные. Так, это крафтовый продукт, айс кокос называется, экзотическое, эстетичное. О, нет, вот сейчас я кокосовое молоко почувствовала. Сначала матча такой идет, вот именно зеленого чая привкус, а потом идет кокос. Ну, это необычно и не сильно сладко, кстати. Погоди, прикольный вкус. Кстати, необычное мороженое. Вообще как-то. Там как раз было по акции, то есть две берешь мороженки, стоит по 139 Ага. за 100 грамм. В принципе, тут натурально. Тут даже кокосовые частички попадаются. Блин, вообще реально классно. Оно как бы освежает и бодрит тебя. По крайней мере, матча точно.
вот этот апельсин, конечно, вкусный. Но не, даже не старайся. Это нереально. Оно слишком твердое. Что такое, блин? Так потому что вытащить надо. Так, а твое-то нормальное. Оно не просрочено случайно? Нет, это может быть то, что из-за протеина. Думаешь? Блин, это какой вкус? Матча. Да я не знаю, что такое матча. Это чай матча зеленый. Японский, по-моему. И с кокосом. Я побывал в Японии. Кстати, вот этот апельсин с шоколадом тоже вкусный. Прям четкий. Чего я фисташку чувствую? Четкий вкус апельсина. Шоколада вообще нету, не чувствуется. Мне очень нравится то, что именно цитрусовая часть тут на первом месте. Мне нравится то, что сахара нету вообще. Это веганский продукт. Погоди, стоп, веганный сахар не едим. Ну, типа полезная. На природном. О, шоколад немножко горький. Я не знаю, насколько тут протеина много. Там 12 граммов написано. И насколько он полезен. А протеин... По сравнению просто с обычным мороженым, но это вкусно. Я не... Как будто, знаешь, вот... Вкусно. Не мороженое, а не знаю чего. Это мороженое. Нет, вот это вкус такой странный. Ну, чай матча, он такой зеленый чай. Я привык чувствовать, есть мороженое и чувствовать мороженое, а это ем и не чувствую Он мороженое. на кокосовом молоке, он не на коровьем. Значит, я не веган, получается. Не знаю, мне понравился шоколад. Мороженки топовые. Мне вот это нравится. Ну, мне матча больше понравился, если честно. Поэтому я Так что я поставлю 5, а вот это 3 поставлю. Иди мою ложку. Поэтому я продолжу матчу есть. Прям очень классно, вкусно и освежает. А я не продолжу. Мне кажется, если заморозить, вот взбить матчу с кокосовым молоком, добавить немножко кокосовой стружки и заморозить. И сахара. И будет что-то, ну, похожее. Или сливки кокосовые добавить. Все, я апельсина не чувствую уже. Я чувствую только шоколадное мороженое. Переел. Да, походу. В общем, вот такие были новинки. У нас здесь от палочек действительно были практически все новинки. Только все вышло. Вот. Ну, в принципе, бургер на первом месте. Да, и мороженое тоже топ. Не, ну нет, это что? Не знаю, для меня слишком сладко. А у нас еще торт, кстати, был, если что. Ну, поели же, да. Да. Я имею в виду, что торт на третьем месте, наверное. Поэтому вот такие были новинки. Вам спасибо Спасибо большое за вам. просмотр. До скорого следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, много ли вы продукцию от Палыча едите. Тоже пишите. Каждый раз это говорим, вы ничего не пишете. Пишите, пожалуйста. Это очень важно для канала. В общем, Саша ел уже, напиши. подписывайтесь на Максима, на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока-пока. Пока-пока.